Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Эрнеста Сеттон Томпсона «Мустанг и находец», смотрите это видео. Это история о том, как ковбои пытались поймать вороного коня. События происходят где-то в Новой Мексике в конце 19 века. Дальше от первого лица. Давайте сразу разберемся с названием. Мустанг – это дикая лошадь, а иноходец – это конь, который в беге один шаг делает одновременно двумя левыми ногами, другой двумя правыми. В общем, не так, как другие. Итак, перегоняя скот, ковбой Джо видел табун мустангов, который ходил на водопой к источнику антилопы. Среди них был черный жеребец, красавец, прирожденный иноходец. Через год ковбои снова пригнали сюда скот, и опять они видели табун мустангов. Черный жеребенок превратился в вороного годовалого коня. Джо решил поймать его. Для местных жителей эта идея считалась глупой, ведь вокруг коней было много, стоили они дешево. А поймать мустанга было сложно, при том, что он навсегда останется диким животным, а значит бесполезным. Многие ковбои даже отстреливали мустангов, потому что к ним часто примыкали домашние лошади. Они дичали и навсегда пропадали. В этот год Джо ничего не предпринял. Джо был обычным пастухом, получал $25 в месяц. Он мечтал о своем ранчо со стадом, но все его имущество составляло седло, постель и старая корова. Не мог он копить деньги, после зарплаты все спускал. И вот он вбил себе в голову, что вороной мустанг станет его счастливой звездой. Теперь он был уже трехлетним красавцем. Источник антилопы находился в открытой степи. Он был единственным водопоем на много миль кругом. Туда приходили все животные, домашние лошади в том числе. И вот как-то мустанг побегал возле домашних кобылиц, и они сразу одичали, разбежались. Хозяин лошадей решил пристрелить жеребца. А как же его подстрелишь, когда рядом с ним бегают 9 своих кобылиц? А мустанг привлекал к себе других лошадок. В его табуне было около 20 голов. Скотоводы были в ярости. Это случилось в декабре. Я выехал с фургоном из ранчо по направлению к Канадской реке. Меня провожал управляющий стадами Фостер. Он сказал: «Если увидишь проклятого мустанга, всади ему пулю». В первый день у источника мустанга я не увидел, а вот на второй день увидел. Он был очень красив. Как же такого красавца можно подстрелить из-за каких-то кобылиц, подумал я. И я не стрелял. Я даже спугнул мустанга, чтобы мой напарник Джек его не подстрелил. Существует несколько способов ловить диких лошадей. Один из них заключается в том, чтобы пулей задеть лошадь по затылку так, чтобы на миг оглушить ее, и тогда накинуть на нее лассо. Это называется смять лошадь. Еще можно попробовать загнать лошадь в загородку, если местность позволяет. Но самый действенный – это загнать до изнеможения. Слава иноходца росла. Один старик пообещал за него $1000, и сразу около 10 ковбоев решились поймать его. Ковбой Джо не терял ни минуты. Это был его шанс на новую жизнь. Он взял 2 приятелей и поехал ловить мустанга. В полдень иноходец со своим табуном был у источника. Джо ждал, пока все лошади напьются. Ведь отяжелевшие водой лошади бегут медленнее. Джо спокойно поехал к источнику. Мустанг за полмили подал сигнал, и весь табун поскакал в заросли. Джо последовал за табуном. На протяжении дня он несколько раз подъезжал к табуну, и лошади убегали от него. Под вечер табун прискакал туда, где был приятель Джо. И уже Чарли на своей лошади продолжил преследовать табун. Лошади уже не так резко реагировали на Чарли, как на Джо. Постепенно привыкли. Наступила ночь. Чарли продолжал ездить за табуном. Когда стало совсем темно, Чарли уснул и утром снова вернулся к погоне. После нескольких миль Чарли подогнал табун к старой сторожевой вышке индейцев.
где уже ждал Джо на свежей лошади. Теперь он продолжил преследование. К концу дня Джо был там, где его ожидал Чарли со свежей лошадью. Джо пересел и продолжил преследование. Табун привык к безобидным всадникам, устал, плохо питался. Прошел этот день, следующий. Чарли сменил Джо. Вечером он снова пересел на свежую лошадь. На другой день минимальное расстояние между Чарли и табуном достигало сотни шагов. Четвертый и пятый день прошли так же. Табун, описав огромный круг, возвращался к источнику антилопы. Кобылицы напились воды. Их поймать было делом времени. А вот мустанг ничуть не устал. Но ведь именно он парням и нужен был, а не кобылицы. Джо восхищался мустангом, и он уже начал думать, чтобы оставить его себе. Мустанг мог стать родоначальником породы иноходцев. Джо пришпорил лошадь, размотал лассо и пустился к жеребцу. Но расстояние не сокращалось ни на дюйм. Это было невероятно. Его лошадь попала ногой в барсучью нору и сломала ногу. Джо пристрелил ее и вернулся в лагерь. Джо с Чарли отвели кобылиц хозяину. Джо понял, что для того, чтобы поймать мустанга, нужен новый план. В команде у Джо был третий приятель, повар Томас. Так вот, он тоже захотел обладать этим мустангом, только еще не знал, как это дело провернуть. У Томаса появился свой план, и он взял в напарники Билла. Парни на тропинке у источника выкопали большую яму. Затем прикрыли ее хворостом так, что она стала незаметной, а сами спрятались рядом. Около полудня к водопою пришел иноходец. Вот только он шел не по тропинке, а через камыши. Вот это был облом. Тогда парни выскочили из засады и напугали мустанга. Тот побежал по тропинке, но яму перепрыгнул. Новый план Джо назывался «Охота с подставой». Область, где ходил мустанг, представляла собой огромный треугольник. С юга и севера были реки, с запада горы. У Джо в распоряжении было 20 хороших лошадей, которых 2 недели кормили овсом. Всадники на этих лошадях за сутки до начала охоты стояли на своих позициях. Джо поехал к источнику и дождался мустанга. Он ждал, пока жеребец напьется, а затем поскакал на него. Мустанг убежал. Джо скакал за ним, по дороге менял свежих лошадей. Он гнал мустанга к подставе, она была уже близко. Но за 2 мили до нее мустанг почему-то свернул влево. Джо начал стрелять в землю возле иноходца, и тот все-таки свернул вправо. Они спустились к реке. Дальше погоню продолжил повар Томас. Позже его сменил уже другой ковбой, а потом снова Джо продолжил погоню. Вдали виднелись горы, но мустанга нужно было гнать к реке. И вот впервые Джо увидел признаки усталости у вороного красавца. Но утром Джо пешком вернулся в лагерь. Результат был такой. 8 лошадей загнаны до смерти, 5 человек выбились из сил, а мустанг резвился на воле. «Зря я его не пристрелил», — сказал Джо. Он отказался от дальнейших попыток поймать его. Повар Томас следил за погоней, как и все другие. Вот только он, в отличие от Джо, сохранял надежду поймать мустанга. Иноходец ежедневно в полдень приходил к источнику. Всю зиму он прожил одиноко, а секса хотят все, даже животные. Вот Томас и придумал кое-что. У его приятеля была гнедая кобыла, на ней Томас отправился к источнику. Он крепко зарыл в землю столб, привязал к нему лассо, а затем выкопал яму и лег в нее. В полдень мустанг с радостью шел на водопой. Он заржал, увидев кобылу, и потерял бдительность. Когда кружился у кобылы, то наступил в петлю. Томас дернул веревку, петля затянулась, и мустанг был пойман. Беспомощное животное лежало на земле. Он бился, пока хватало сил. Слезы скатывались по морде. Томас долго на него смотрел, любуясь его красотой. По законам Запада дикий мустанг считался чьей-то собственностью после того, как на нем появится первое тавро. Но здесь, в степи, не было прибора для клеймения.
Тогда Томас снял с кобылы одну подкову, разжег костер, раскалил один конец подковы до красна, второй конец держал в носке, приложил к левому плечу мустанга и выжег свое клеймо в виде индюшиного следа. Теперь оставалось доставить мустанга домой. Передние ноги были крепко связаны, потому сбежать мустанг не мог. Они добирались долго, и из последних сил иноходец вырвался из веревок, сбежал на утес и прыгнул с него в пропасть. Мустанг разбился, но погиб он свободным. Вот такая история, друзья.